Теперь будем вязать уже саму голову затылком. Надо отсчитать 14 петель влево. Вот от начала работы отсчитываем 14. Вставляю в нее крючок и отсюда буду начинать вязание головы. Делаю одну фиксирующую петлю. Я ее не считаю, для того, чтобы ниточка здесь у нас не убегала. И вяжем 22 ряд от начала нижней челюсти. Начинаем с прибавки. Прибавку вяжем в эту же самую петлю, которую сейчас обозначили. Вяжем 1, 2 в одну петлю, 2 столбика, снова вяжем прибавку, 1, 2 в одну петлю, 2 столбика, прибавка, 1, 2 в одну петлю, 2 полустолбика с накидом, накид, вытягиваю петлю, провязываю одной, 1, в следующую петлю накид, вытягиваю петлю одной, 2, провязала 2 полустолбика с накидом. Теперь буду вязать 6 прибавок полустолбиков с накидами, то есть в каждую из 6 петель надо провязать по 2 полустолбика с накидом. Накид, в петлю вытягиваю 1 и в эту же самую петлю точно такую же провязываю 2. Сделала одну прибавку, 1, 2, вторую и еще 4. 20 столбиков без накида, 6 прибавок полустолбики с накидами. Так, это у меня получается 2 прибавки будет по нижней челюсти, а потом вот перехожу, пряча на изнаночную сторону вот этот хвостик, перехожу на верхнюю. 1, 2 в одну петлю, 1, 2 во вторую, и напоминаю, что полустолбики с накидами у меня. 1, 2 в третью, 1, 2 в четвертую, 1, 2 в пятую и 1, 2 в шестую. 2 полустолбика с накидами, 1 полустолбик с накидом и во вторую петлю 2 полустолбик с накидом. Прибавка. Теперь вяжем без накида. 1, 2 в одну петлю, 2 столбика, прибавка, 1, 2 в одну петлю, 2 столбика, и у нас осталась одна петля, в нее мы провязываем прибавку. 1, 2 в одну петлю. Круг у нас замкнулся. Прокладываем маркировочную ниточку. 23 ряд тяжелый, поэтому внимательно смотрим, слушаем. Если я говорю по умолчанию, если я говорю столбики, значит провязываем их без накида. Если у нас идут полустолбики с накидом, я это прям специально оговариваю. Поэтому сейчас вяжем 2 столбика, прибавка полустолбики с накидами, 1 полустолбик с накидом, и в эту же самую петлю 2 полустолбик с накидом. Теперь нужно провязать полустолбик с накидом и прибавку из полустолбиков с накидами. Провязать 3 раза. Провязываем полустолбик с накидом,
В следующую петлю провязываем прибавку, полустолбик с накидом. Раз, два, в одну петлю. И так нужно провязать еще 2 раза. Полустолбик с накидом, в следующую петлю прибавку, полустолбик с накидом. Снова полустолбик с накидом, в следующую петлю прибавку, полустолбик с накидом. Три столбика. Два полустолбика с накидом. Теперь нужно провязать 2 полустолбики с накидами и прибавку из полустолбиков с накидами повторить 3 раза. Вяжем. Раз, два. Теперь прибавка, полустолбики с накидами. Раз, два, в одну петлю. И провязываем так еще 2 раза. Раз, в следующую петлю, 2. Теперь прибавка, полустолбики с накидами. Снова 2 полустолбика с накидами. Прибавка, полустолбики с накидами. Пять столбиков. Убавка, 2 вместе провязываем. 8 столбиков. Убавка, 2 вместе провязываем. 5 столбиков. Прибавка, полустолбик с накидами. 2 полустолбика с накидами. Снова прибавка, полустолбики с накидами. 2 полустолбика с накидами. Прибавка, полустолбики с накидами. 2 полустолбика с накидами. Снова вяжем 2 полустолбики с накидами. 3 столбика. Теперь нужно провязать прибавка, полустолбики с накидами и полустолбик с накидами. Повторить 3 раза. Вяжем прибавка. Раз, два, в одну петлю, полустолбики с накидами. В следующую петлю полустолбик с накидом. Провязали 1 раз и еще провязываем 2 раза. Прибавка, полустолбики с накидами. В следующую петлю полустолбик с накидом. Снова прибавка, полустолбики с накидами. В следующую петлю полустолбик с накидом. Снова вяжем прибавка, полустолбик с накидом. И 2 столбика без накида. Такой сложный ряд, и слава богу, что мы его провязали. Не забываем перекидывать маркировочную ниточку. 24 ряд, 2 столбика.
12 воздушных петель, сильно не затягиваем. Пропускаем 10 петель и будем вязать с 11. Вот она у меня 11, ввожу крючок, вяжу 1 столбик, 9 убавок, полустолбики с накидами. То есть надо провязать 9 раз по 2 вместе, полустолбики с накидами. Делаю накид, ввожу в петлю, вытягиваю ниточку, снова накид, ввожу в следующую петлю, вытягиваю ниточку. Раз, два, три, четыре, 5 петель у меня на крючке, провязываю одной петлей. Я сделала одну убавку, полустолбики с накидами, надо мне 9, то есть я еще сделаю 8 раз. 5 столбиков, 5, убавка, 2 вместе провязываем, 4 столбика, убавка, 2 вместе провязываем, 5 столбиков, снова надо провязать 9 убавок, полустолбики с накидами, 1 столбик без накида, 12 воздушных петель, пропускаем 10 петель и вяжем 2 столбика. Раз, два. Ряд окончен. Маркировочная ниточка. 25 ряд у нас. Надо провязать 14 столбиков. Сначала вяжем 2 столбика здесь, потом вяжем 12 по цепочке. Убавка, 2 петли провязываем вместе. Теперь надо провязать полустолбик с накидом, в следующую петлю убавка, полустолбик с накидом. И повторить это надо 3 раза. Полустолбик с накидом. Следующие 2 петли провязываем убавку, полустолбики с накидом. Так надо провязать еще 2 раза. Вот эти вот убавочки, их надо провязывать достаточно плотно, чтобы потом синтепон у нас нигде не пролазил, не выглядывал. Дальше вяжем 14 столбиков без накида. Снова надо провязать конструкцию такую: убавка, полустолбики с накидами и полустолбик с накидом. Повторить 3 раза. Провязываем убавку, полустолбики с накидом. В следующую петлю провязываем полустолбик с накидом. Убавка, полустолбик с накидом, в следующую петлю полустолбик с накидом, снова убавка, полустолбик с накидом и в следующую петлю полустолбик с накидом. Убавка, столбики без накида, провязываем 2 вместе. И до конца ряда провязываем 14 петель, 12 по косичке и 2 петли у нас здесь. Вот что получилось. И у меня вязание отклонилось на 1 петлю, поэтому я провязываю 1 петлю дополнительную от ряда и перекидываю маркер сюда.
То есть новый ряд у меня начнется с другой петли. У нас 26 ряд, надо провязать столбик убавка, повторить 5 раз. Столбики без накидов, просто столбик убавка 5 раз. 2 столбика, убавка, 2 вместе провязываем, 2 столбика, 24 воздушные петли, пропустить 14 петель и вязать будем с 15. Вот она у меня 15 петля, ввожу в нее крючок, провязываю 2 столбика, убавка, 2 вместе провязываем, 2 столбика, теперь убавка, столбик надо повторить 5 раз. Убавка, столбик, 5 раз. Ряд окончен. 27 ряд, 2 столбика, прибавка, столбик, повторить 3 раза. Теперь надо провязать 38 столбиков. Сначала 7 по косичке, потом 24 по воздушным петлям и снова 7 уже по косичке. Отсчитываем 38 столбиков. Столбик, прибавка, повторить 4 раза. Столбик, прибавка, 4. 28 ряд, столбик. Теперь будем провязывать узор попкорн, точно такой же, который провязывали вот здесь вот на верхней челюсти, только между вот этими бугорками будем провязывать по 3 столбика. Здесь у нас было по одному, теперь будем провязывать по 3. Так, если забыли, нам в петлю надо провязать 5 столбиков с одним накидом в одну петлю. Вытягиваем петлю, отсчитываем 5, 1, 2, 3, 4, в пятую вводим крючок, вытягиваем рабочую петлю и дальше по работе провязываем 3 столбика. Мы провязали 1 узор попкорн и 3 столбика. Нам надо всего 3, то есть провязываем еще 2. Также провязываем. У нас 3 шишечки. После шишечки 3 петли. 5 воздушных петель. Петли сильно не затягиваем. Пропускаем 5 петель. Вязать будем с 6. 1, 2, 3, 4, 5. Вот она у меня 6. Начиная с нее провязываю 24 столбика. Снова 5 воздушных петель. Пропустить 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот она 6. С нее я вяжу 3 столбика. Попкорн, 5 столбиков с одним накидом в одну петлю. Отсчитываю 5, 1, 2, 3, 4. Вот она 5. Вытягиваю петлю, провязываю 3 столбика. Снова попкорн. 1, 2, 3, 4 в пятую.
вытягиваю 3 столбика. Снова попкорн. И до конца ряда у меня остается 2 петли. Просто провязываю после попкорна, провязываю 2 столбика. Ряд окончен. Пересчитываем шишечки, их 6 штук. 3 с одной стороны, 3 с другой. 29 ряд, 58 столбиков. Считаем аккуратненько, вот здесь вот не пропускаем, которые за шишечками у нас петли спрятанные, вяжем в каждую петлю. Провязываем 29, 58 столбиков без накида. Я провязала 58 столбиков, и вот до конца ряда у меня остаются 3 столбика. Если у вас также, значит все идет правильно. Теперь провязываем 5 воздушных петель. Отсчитываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. На маркер сейчас внимания не обращаем. Вот она у меня 6-я петля. Провязываю в нее 1 столбик и маркер переношу сюда. То есть получилось у нас отверстие между двумя центральными шишечками для шипа. У нас 30 ряд, вяжем 12 столбиков, 3 воздушные петли, пропускаем 7, будем вязать с 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот она у меня 8-я. В нее ввожу крючок, провязываю 16 столбиков, 3 воздушные петли, отсчитываю 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот она 8-я. В нее ввожу крючок и провязываю 19 столбиков. Ряд окончен. Маркировочная ниточка. 31 ряд, столбик. Теперь надо провязать снова узор попкорн и между шишечками по 3 столбика. Итак, провязываем попкорн 3 раза. В петлю провязываем 5 столбиков с одним накидом. 3 столбика. И так провязать надо еще 2 раза. Я провязала узор попкорн и между ними 3 и закончила 3 столбиками без накида. Вязание у меня закончилось на первой воздушной петле, вот которую дырочку мы делали. Если у вас так же, значит все верно. Теперь надо провязать 24 столбика без накида. Сначала вяжем 2 петли здесь вот по цепочке воздушной. И дальше продолжаем по вязанию и снова переходим на воздушную цепочку. Вот где у меня оказался крючок. Теперь снова провязываем узор попкорн. 3 раза попкорн, 3 столбика, провязываем 3 раза. Итак, 5 в одну, 3 столбика, повторяем еще 2 раза. И до конца ряда провязываем 4 столбика. Я провязала, вот у меня 3 шишечки. После шишечки 3 столбика и еще 4 столбика без накида до конца ряда. Маркировочная ниточка. У нас 32 ряд, провязываем
48 столбиков без накида, 5 воздушных петель, пропускаем, игнорируя маркер, 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5, вяжем в шестую 1 столбик и перекидываем маркер сюда. 33 ряд, вяжем 10 столбиков, 3 воздушные петли, пропускаем 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вязать будем с 8, в 8 ввожу крючок, начиная с него провязываю 12 столбиков, снова 3 воздушные петли, пропускаю 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, начиная с 8, 17 столбиков. Ряд окончен, перекидываем маркировочную ниточку. 34 ряд у нас, провязываем 2 столбика, повторяем попкорн 3 петли, повторяем 2 раза попкорн, 5 столбиков с одним накидом в одну петлю, 3 столбика, повторить еще один раз, три столбика по воздушной цепочке, убавка 2 вместе провязываем, 8 столбиков, убавка 2 вместе провязываем, 6 столбиков, 3 по воздушной цепочке и дальше по работе, 6, узор попкорн 3 столбика надо провязать 2 раза, провязываем 5 столбиков с одним накидом в одну петлю, 3 столбика, и повторяем еще раз узор попкорн и 3 столбика провязываем самостоятельно, и до конца ряда, до маркера, провязываем 6 столбиков. Проверяем себя. Здесь 2 шишечки, здесь 2 шишечки. Все правильно и красиво. 35 ряд, 10 столбиков, 2 убавки, 1, 2 вместе, 2, 2 вместе, 8 столбиков, 2 убавки, 1, 2 вместе, 2, 2 вместе, 12 столбиков, 5 воздушных петель, пропустить 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5, в шестую провязываем 1 столбик и переносим маркер сюда. 36 ряд, столбик убавка, повторить 11 раз, столбик убавка, повторяем 11. И до конца ряда по воздушной цепочке, и тут одна петелька у нас, провязываем 6 столбиков. Маркировочная ниточка у нас 37 ряд, провязываем 2 столбика убавка, повторяем 7 раз.
38 ряд, столбик, убавка, повторяем 7 раз. В следующую петлю делаем соединительный столбик, провязываем воздушную фиксирующую и ниточку обрезаем. Получилась вот такая вот у нас голова. Маркировочную тоже уже убираем, она не пригодится. И теперь вот по этим всем отверстиям, ну, кроме глаз, понятное дело, вот это и вот эти вот, нам надо провязать шипы. Конечно, можно провязать шипы, когда уже работа будет готова. Но это намного тяжелее сделать. Видите, здесь не сделала, теперь мучаюсь, потому что неудобно крутить. Вот у меня здесь дырочки. Вот эти вот все шипчики надо нам провязать. Для шипов я выбрала джинс ярко-желтую в контраст. Я так думаю, что красиво смотрится, когда или контрастная, или можно вообще сделать разноцветные шипы. Тоже будет очень симпатично смотреться. Я начну вот с этого вот сноса. Помните, у нас здесь 5 петель мы пропускали, здесь мы набирали 5 петель воздушных. Это получается 10. И еще по одной петле мы возьмем с боков. Я начинаю с тех петель, которые вот дорожку пропускали, ввожу крючок вот в крайнюю. Сначала провяжу фиксирующую одну петлю, я ее не считаю. Хвостик туда вовнутрь припрячу. Теперь по кругу начинаю набирать, начиная с этой же самой петли. По цепочке провязываю 5. Намного проще это делать, когда голова пустая, не цепляется наполнитель за крючок. Одну я возьму вот сбоку. Теперь по вот этим вот воздушным, которые у нас были, петли, по ним тоже я 5 столбиков провязываю. И сбоку вот так тоже прихвачу. Причем прихвачу не вот так, иначе, видите, там дырка большая. А вот так вот сразу прям за обе полупетли. Итого у меня в кругу получилось 12 петель. Прокладываю маркировочную ниточку. И теперь буду вязать по кругу, в каждом ряду убавляя крайние 2 петли. То есть сейчас у меня 12. Я буду провязывать 10 столбиков и убавку. В следующем ряду буду провязывать, соответственно, 9 столбиков и убавку. И так буду продолжать, пока у меня не окажется 5 столбиков в ряду. То есть, когда у меня будет 3 столбика и 4 столбика и убавка. Вот тогда я остановлюсь. То есть понятно, да? Я провязываю по кругу и убираю крайние 2 петли. То есть провязываю их вместе. Сейчас я провязываю 10 столбиков, убавка. В следующем ряду я провязываю 9 столбиков, убавка. 8 столбиков, убавка. Итак, я продолжала убавлять, пока у меня не в кругу, последний ряд не провязался, 4 столбика, убавка. Если толщина нити вам позволяет еще убавить, то, пожалуйста, убавляйте. То есть провязывайте 3 столбика, убавку. У меня уже нет.
Поэтому я вытягиваю ниточку. Коротко, сильно не обрезаем. Убираем маркировочную ниточку. И теперь через одну за передние полупетли прихватывая, я стяну это отверстие, прихватывая через одну петлю. Так вот. И прячу вовнутрь работы туда. Если вы хотите, чтобы у вас вот эти шипчики были побольше, значит, не надо сразу во втором ряду начинать делать убавки. Провяжите 12 петель, допустим, несколько рядов, тогда, а потом уже начинаете делать убавление, тогда шип будет, ну, побольше, смотрите. Так, нам надо сделать вот здесь вот мы оставляли 3 отверстия, шипы такие сюда. Здесь у нас шип будет чуть-чуть побольше в диаметре, но принцип такой же. Набираем по всем петлям, потом в каждом ряду делаем убавление. И вот здесь у нас тоже, помните, да, мы 3 пропускали, а 7 набирали. То есть, по сути, здесь тоже у нас набирается по 12. То есть, в каждом отверстии, вот в этом, вот здесь 3, 6, 9, набирается по 12. Здесь чуть больше, но если хотите, чтобы шипы были одинакового диаметра, здесь можно сделать убавочку сразу при наборе. И шипы удобнее, еще раз повторяю, провязывать сейчас, пока не наполнена голова, пока она вот такая дряблой деталью, намного удобнее, чем потом, когда уже она будет готовая. Поэтому включаем сериальчик или какую-то музычку и начинаем вязать шипы. Теперь нужно связать вкладку в рот. Вяжется она поворотными рядами. Я взяла черную пряжу, потому что хочу сделать красный язык. Если делать красную пасть, ну тогда язык потеряется. Или надо брать розовую пасть и красный язык. Вот тогда будет нормально. Так, я беру черную пряжу, 7 воздушных петель. Со второй от крючка начинаем вязать 6 столбиков по цепочке. Воздушная петля, поворот, второй ряд, в первую петлю прибавка, 1, 2 в одну петлю, 4 столбика, в крайнюю петлю прибавка, 1, 2 в одну петлю, воздушная петля, поворот, третий ряд, столбик, прибавка, 4 столбика, прибавка, 1, 2 в одну петлю и в крайнюю петлю 1 столбик, воздушная петля, поворот, четвертый ряд, столбик, прибавка, 1, 2 в одну петлю, 6 столбиков, прибавка, 1, 2 в одну петлю и 1 столбик, воздушная петля, поворот. Сейчас у нас в ряду 12 петель, и надо провязать 5 и 6 ряды по 12 петель без изменений. Вяжем 1 ряд, воздушная петля, поворот и провязываем второй ряд. 7 ряд, 5 столбиков,
убавка, 2 вместе провязываем, 5 столбиков, воздушная петля, поворот. В работе у нас 11 петель, и надо провязать 10 рядов поворотных туда и назад по 11 столбиков в каждом ряду. Вяжем с 8 по 17 ряд без изменений туда и обратно. 18 ряд, столбик, прибавка, 7 столбиков, прибавка, в крайнюю петлю провязываем 1 столбик, воздушная петля, поворот, 19 ряд, провязываем 13 столбиков без изменений из петли в петлю. Воздушная петля, поворот, 20 ряд, столбик, прибавка, 9 столбиков, прибавка, в крайнюю петлю столбик, воздушная петля, поворот, 21 ряд, столбик, прибавка, 11 столбиков, прибавка и в крайнюю петлю 1 столбик, воздушная петля, поворот, 22 ряд, столбик, прибавка, 13 столбиков, прибавка, в крайнюю петлю провязываем 1 столбик, воздушная петля, поворот. У нас 23 ряд, 19 столбиков. Надо провязать 23 и 24 ряд. То есть провязываем туда и обратно по 19 столбиков без изменений. Воздушная петля, поворот. У нас 25 ряд, и здесь надо проложить маркер, надо пометить. И 25 ряд провязываем 19 столбиков, опять же без изменений, просто из петли в петлю. 26 ряд, столбик, убавка, 2 вместе провязываем, 13 столбиков, убавка, 2 вместе провязываем, в крайнюю петлю провязываем столбик, воздушная петля, поворот, маркер не трогаем, пусть так и висит. 27 ряд, столбик, убавка, 2 вместе провязываем, 11 столбиков, убавка, в крайнюю петлю провязываем 1 столбик, воздушная петля, поворот, 28 ряд, столбик, убавка, 9 столбиков, убавка, в крайнюю петлю провязываем 1 столбик, воздушная петля, поворот, 29 ряд, столбик, убавка, 7 столбиков, убавка, в крайнюю петлю провязываем 1 столбик, воздушная петля, поворот, 30 ряд провязываем 11 столбиков без изменений. 31 ряд, 5 столбиков, убавка, 4 столбика, воздушная петля, поворот. У нас здесь теперь 10 петель, и надо провязать 12 рядов
начиная со следующего 32 и заканчивая 43. Вяжем 12 рядов туда и обратно. 44 ряд, столбик, убавка, 4 столбика, убавка, в крайнюю петлю столбик, воздушная петля, поворот, 45 и 46 ряды провязываем по 8 столбиков в каждом ряду, вяжем туда и обратно 2 ряда. 47 ряд, столбик, 3 убавки, 1, 2 вместе, 2, 2 вместе, 3, 2 вместе, соединительную петлю в самый край, воздушная фиксирующая и ниточку обрезаем. Итак, у нас получилась вот такая деталь. И если вы вдруг вот ее отложили и теперь заблудились, где у нас первый ряд был, а где последний, надо просто посмотреть, где шире, а где поуже. Та, которая у нас узкая часть, да, прикладываем, посмотрим, вот насколько. У нас идет на нижнюю челюсть. Та, которая широкая часть, она идет на верхнюю челюсть. Нам теперь нужно, так, маркер определяет середину работы, то есть вот в щеку должен он идти, вот сюда, так. Теперь берем крючок и по краю, по периметру соединяем эти части. Лучше всего, конечно, начать с части, которая обозначена. Вот я в серединку вот сюда веду крючок и ввожу в эту петлю, которую обозначала. Слева у меня нижняя челюсть, справа верхняя ребристая. Сначала я буду начинать работу по нижней челюсти. Вы делаете, как вам удобнее. Можно просто взять иголку, нитку и пришить это все там через край. Можно просто столбиками, без накида, соединить детальки. Здесь немножко надо будет, так как низ у нас пошире, чем здесь, надо будет немножко присобрать петлями. Или можно зафиксировать иголочками, булавками и смотреть, как сшивать. Или связывать. Вот смотрите, здесь у меня вот ровная чуть-чуть, да, и здесь у меня ее больше. Стороны как бы совпадают, поэтому здесь провязываю, допустим, вот в петлю. Провязала, снизу возьму зеленую и в ту же самую петлю, которую черную только что провязала. Или за другую полупетлю, то есть можно, допустим, сначала за обе полупетли черной пряжей, а потом за одну какую-нибудь полупетлю, за переднюю, допустим, чтобы как бы вот эта вот часть относительно вот черной вкладки вот в этом месте была присобрана. Вот таким образом по кругу вшиваем или ввязываем вкладку вовнутрь рта.
Вкладка привязана. Я прячу конец нити вовнутрь головы. Теперь нужно наполнить голову наполнителем. Наполняем достаточно туго и не забываем наполнять колючки. Так, у меня получилась вот такая голова. Теперь мы будем делать глазки. Я выбрала для этого дракона вот такие вот глазки на безопасном креплении. Начинаем с белков. Белой пряжи. Помните, что пряжа у нас вся одного должна быть размера. В кольцо амигуруми 6 столбиков. Сильно кольцо затягивать я не буду, потому что буду вставлять потом глазик. Но затягивать надо. Маркировочная нитка. Второй ряд 6 прибавок. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. Третий ряд столбик прибавка. Повторить 6 раз. В кругу сейчас 18 петель и надо провязать с 4 по 7 ряд по 18 столбиков по кругу. Это 4 ряда. Провязываем без изменений. Обратите внимание, что я вяжу, чтобы изнаночная сторона была лицевой, чтобы не было таких явных кругов, как на лице. То есть лицевая у меня остается внутри. Работа идет от себя. Теперь я воткну глаз и защелкну его заглушкой. Продолжаю вязать. У меня будет 8 ряд. Теперь на убавление надо провязать столбик убавка, повторить 6 раз. Вытаскиваю петлю и наполню на этом этапе наполнителем глазик. Последний ряд провязываем 6 убавок и ниточку фиксируем и обрезаем. Второй глаз вяжем аналогично. Теперь будем вязать века. В кольцо амигуруми 6 столбиков. Затягиваем в колечко. Прокладываем маркировочную ниточку. Второй ряд вяжем 6 прибавок. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. Третий ряд столбик прибавка, повторить 6 раз. Четвертый ряд 5 столбиков прибавка, повторить 3 раза. Следующие 4 ряда вяжем без изменений по кругу с 5 по 8 ряд. Соединительный столбик, вытягиваю ниточку сантиметров, наверное, 10-15 и обрезаю. Вкладываю глаз и смотрю, в каком положении мне его пришить надо будет. То есть мало того, что мы здесь можем положение менять, сделать в разные стороны, такой косоглазый, или наоборот вот так. Здесь я еще могу и положение самого зрачка относительно белка сделать. Допустим, ближе куда-то. Или оставить по центру. В общем, здесь для творчества места полно. Я, пожалуй, пришью в таком положении, чтобы ближе к центру были, к центру морды. Поэтому я теперь вдеваю нитку в иголку и прошью по периметру
прихватывая белок, чтобы он у меня не убежал. Не обязательно прошивать, можно вклеить клей момент и горячий клей, пожалуйста. Не хотите шить, клейте. Один глаз я пришила. Вставляю второй глаз, отворачивая нижнее и верхнее веко, как бы вставляя вовнутрь. Вот таким образом. Вот так. И теперь по кругу пришью глаз вовнутрь века. Прямо так вот по кругу буду прошивать. Для этого дракона я выбрала язык оранжевого цвета. Мне кажется, что он больше подходит по цветовой гамме. Оставляю за работой где-то ниточку сантиметров 10 и набираю 25 воздушных петель. Со второй от крючка петли начинаю вязание 10 столбиков по цепочке. Воздушная петля, поворот, второй ряд, 10 столбиков в обратную сторону. Воздушная петля, поворот, третий ряд, 23 столбика. Сначала вяжем 10 по вот этой детали, которые уже связали, потом 13 по цепочке. У нас здесь осталась одна петля, в нее мы провязываем 3 столбика в одну петлю. Раз, два и 3. Вязание развернулось. Теперь будем вязать по обратной стороне цепочки 23 столбика. Воздушная петля, поворот, четвертый ряд, 10 столбиков. Пятый ряд, воздушная петля, поворот, 10 столбиков. Воздушная петля, поворот, шестой ряд, 23 столбика, 10 по этой стороне деталей, 11 вот столбик. Между ними не надо ничего, прям отсюда сразу сюда прыгаем. Вяжем 23. 3 прибавки. Раз, два, в одну петлю. Раз, два, во вторую. Раз, два, в третью петлю. 23 столбика. Воздушная петля, поворот, седьмой ряд, 52 столбика. Провязываем вот так полукругом. Воздушная фиксирующая петля, оставляю ниточку для пришивания. Так, теперь надо будет пришить ту часть, которая идет между двумя челюстями в пасть. Отгинаем одну и вот так вот подшить. Ту ниточку, которая у нас оставалась перед работой, я вставила в иголку и теперь подошью язык не ровненько вот так вот, чтобы он у меня выгинался. Пришью, ну, прям просто уголком вот здесь. Дальше не буду по всей длине.
Так, вот такая вот у меня голова уже готова, все. И обратите внимание, здесь я обвязку пасти делала черной, ну, в тон самой пасти. У этого дракона я делала в цвет основной пряжи. И поэтому немножко они вот так вот по-разному и выглядят. Выбирайте, как вам больше нравится.